честно, я даже не могу сказать, в каких грузовиках есть такая функция, вот как в этой машине. Тесла, вот конкурент Тесла, ну куда ты на Тесле какие грузы увезешь? Сейчас на рынке у нас проблема с грузовиками, вот на данный период времени, и для обновления парка я себе присматриваю варианты. Здесь, проезжая, я увидел, что к нам привезли в Белгород Dongfeng. Ну что, всем привет! Если вы у нас на канале, значит вы знаете, что мы снимаем не только грязь, гонки, про друзей, еще мы любим тему грузовиков. У меня есть свой автопарк автомобилей, я сам езжу на грузовиках, на самосвалах, сидельных тягачах, все, что касается грузового транспорта. И слежу за новинками сидельных тягачей и все, что выпускается. Сейчас есть куча китайцев, которые заходят к нам на рынок. Так что, у китайцев были грузовики всегда? У Китая очень много. До 2000-х годов мы, наверное, и не знали про Китай. А потом уже к нам начали завозиться самосвалы, сидельные тягачи, краны, все, что касаемо грузовой техники. Я про легковую молчу. А к нам начали завозить именно вот сидельные тягачи. Мне он очень интересен. Попросили его на обзор. Я на нем прокачусь, я посмотрю. О нем я знаю вот столько, потому что никогда не владел китайским грузовиком, тем более это 23-го года грузовик, их не было раньше. Очень интересно, что в нем, и мы сейчас все вместе посмотрим, из чего он состоит, какие комплектующие, вообще вот все полностью, все вместе. Погнали! Раньше ж вот эти вот красные завозили какие-то самосвалы четырехосные. Были ситраки, были шахманы, были, язык честно сломаешь, не могу сказать их всех, их порядка там 5 или 7 видов грузовиков. В основном были самосвалы, были трехосные, четырехосные, они отрабатывали свой промежуток времени 3-4 года. Их пускали на вторичный рынок, но люди до сих пор ездят. Качество, конечно, не как у Европы, но их очень много. И каждый из нас видел их на трассе, в своем городе, в деревнях, везде. Их покупают очень хорошо. А почему тягачи не возили раньше? Ну, потому что у нас были изначально КАМАЗы, МАЗы, потом нам пошли с Европы на вторичный рынок DAF, Volvo, Scania, Мерседесы, ну, вся европейская семерка. Потом у нас пошли новые грузовики, начали брать. И как бы сейчас все, прекратились новые запчастей. Плохо, цена очень велика. Можно притянуть, привезти новую Volvo, новый Mercedes, но цена будет в 2 раза дороже, чем у данного агрегата. У этого автомобиля ценник в районе 10 миллионов. Это конкурент чего сейчас? Это конкурент с первого взгляда. Это конкурент любого, мне кажется, сидельного тягача европейского. То есть DAF, Volvo, Mercedes, Scania, Iveco, то есть все, что под полуприцеп, под любой полуприцеп, все это будет конкуренцией. Здесь мы пообщались с сервисником, кто пока их пригоняют к нам. Еще у нас вроде, как я понял, не купили ни одного, вот есть экземпляр. Седло у него стандартное 1150, под стандартный полуприцеп. 2 бака. Пойдем, покажем, посмотрим на них поближе. Короче, грузовик с Алиэкспресса, да? Я бы не сказал. Если вот сбоку посмотреть на него, закрыть вот этот шильдик и вот, маркировку сколько лошадей. На что похож? Вот в комментариях поставьте на паузу ради интереса, вот на что он похож. Я когда увидел, вот он стоял боком к трассе и я проезжал, я думал, это DAF. Похож же. Мне кажется, прям очень похож на DAF. Но потом на DAF нету GX надписи. Все европейские грузовики привыкли писать на борту автомобиля, сколько в нем лошадей. И да, 520 лошадей. Здесь рядная шестерка, мотор Cummins. Производитель заявляет, что это американский мотор. Ну, как и все мы знаем, по идее, что Cummins это америкос.
Он идет в компоновке с 12-ступенчатым в простонародье автоматом. А так это роботизированная коробка с сухим сцеплением, 12-ступенчатый траксон, как его называют. Это ты уже выучил, что ли? У меня ж на Форде тоже траксон стоит. Ты чё? Отлично. А у нас все грузовики, которые идут на, ну, как их называют, на автомате, но это робот. И у них практически на всех стоит, то есть либо это ZF, либо на Volvo iShift, либо там на Scania свои коробки, то есть да там копать в техничку. Давай мы не будем углубляться в техничку, я не собираюсь поднимать головку, какие клапана, седла, рокера, то есть тут можно вечно говорить. Просто интересно, из чего он состоит. 2 бака, 1100 литров, мочевину. Ну, как бы, по мне привычней, чтобы бак мочевины был с правой стороны. Здесь они его сделали с левой. И причем спойлер боковой, он глухой, он не открывается. Бак мочевины на 65 литров сделан. Его подняли наверх, чтобы увеличить емкость бака. Потому что если бы он был ниже, 4-я часть, вот ровно даже, 4-я часть бака была, а это литров, ну, я думаю, 200 в минус, плохо. Седло по стандарту на всех европейских грузовиках, которые идут на Россию, Jost, то есть это стандарт. 4-точечная пневмоподвеска сзади, 2-листовая спереди, 2 Что листа. такое 4-точная пневмоподвеска? Иди покажу. Пневмобаллон, видишь? Мост держится на 4 баллонах. То есть он мягкий, классно. На основные грузовики, сидельные тягачи, идут полурессора и пневмобаллон. Здесь идет 4-точечная. Алюминиевые ресивера. Ну, как и везде, их 2, наверное, там еще где-то в середине стоят. От Китая, я так понимаю, от диодных фонарей отказался. Сделали обычные на лампочках. Что у нас здесь? Да, ну, стандартное крыло. То есть ничем вообще не отличается от привычных грузовиков? Ничем не отличается? Вот ничем. На первый взгляд. Нет, так вот смотришь, ничего необычного, как бы. Пока мне кажется, что Китай хочет к нам на рынок зайти в топовых комплектациях, а потом уже начнут их дробить, делить, убирать, добавлять. Данный сидельный тягач, он в топовой комплектации. Просто вот, ну, я очень удивлен, что в нем есть. Стандарт европейского тягача, 3 ступеньки, но по мне верхняя ступень, она очень маленькая. Я свою обувь там, ну, с трудом оставлю как-то по диагонали, тулить их туда, ну, будет очень тяжело. Китайцы народ маленький, ножка маленькая, наверное, и у них, может, и помещается, а может, вообще не, потому что в шлепках гоняют, то есть, не знаю. В чем плюс, и я горжусь этим, что у меня вот есть Ford F-Max, и у него, я так вот смотрю, у одного грузовика, у которого на двери наклеена резинка, уплотнитель. При закрытии двери она закрывает полностью пространство верхней ступени. Ведь все, давайте признаемся, водители европейских тягачей, ну, всю семерку возьмем в общем. Мы когда разулись, поставили обувь, проехали 300-500 километров там по дождю, по слякоти. При открывании двери мы всегда обуваемся в мокрую обувь. Ну, очень часто протекает это. Я не говорю, что у всех, кто-то сам там подделывает. Но в основном я ездил на всех тягачах, и в основном это проблема. А на Форде F-Max нету. Может, здесь, ты просто неопытный дальнобой? Здесь, возможно, все может быть. Не знаю, напишите в комментариях. Не будем мериться километражами. Ты же ездишь на короткие расстояния или на какие? Ну, вот. Да какая Тула, ты чё? Богородицк, Тула. Нет, ну что, ну вот сегодня, если бы я его не увидел, я уже загрузился, мне выезжать нужно на Омск. Обычно у меня Новосибирск, Барнаул, Новокузнецк, Кемерово, то есть та сторона Сибири. Там от Белгорода, да? Ну, с Белгорода, это конечно. Бывает с Белгорода, с Москвы. Получается?
4-4,5 плюс-минус в одну конец. сторону. Да, в одну сторону. И сколько ты едешь, неделю? Практически, да, где-то 5, 6, 7 дней в зависимости от погодных условий. А Сейчас как мы в вот- Челябинске простояли, 2 суток нас не выпускали на трассу. Чего? Ну, потому что снегопад был большой, и чтобы не было скопления машин, чтобы меньше было аварийных ситуаций, просто вот гаишники прямо на стоянке загоняли, кого просто останавливали на обочине. И А мы... как вы там с гигиеной боретесь? Как? Что с ней бороться? Взял душевые принадлежности рыльно-мыльные, взял чистые трусы, взял майку, футболку, чистые носки, пошел в душ, сходил и все. Ну, где, в грузовике? Нет, почему? На стоянках их везде куча. Поехали со мной, я тебе покажу. Да, у меня остеохондроз. Я тебе дам остеохондроз. Все-то ты придумываешь. На Тесле у тебя нет. Ну ты каждый день в душ ходишь на какие-то Конечно, стоянках. А если обязательно. едешь за Урал, там же они редко стоят. Везде все есть. Уже, ну, как бы, первый раз, когда поехал за Урал, я посмотрел, где эти стоянки. Я лучше там в обед в душ схожу, потому что я не, ну, вот я двигаюсь утром, проснулся, время обедать. Я, например, знаю, по рации спросил: ребят, где в сторону Омска или Новосибирска стоянка? Они мне говорят, там через 200 километров будет. Я заеду, посмотрю, если это, ну, классная стоянка, пообедал, пошел сразу в душ, сходил. Я же не знаю, что будет дальше. Есть там стоянки, нету стоянок, с душем, без душа. А вот так вот раз съездил, я для себя в навигаторе поставил точечки, где есть душ. А сейчас по памяти, конечно, я уже проехал. Утром вот в 8 утра проснулся, позавтракал, попер. К вечеру, там, к 9, к 10 часам. Я знаю, что вот я дотягиваю до той стоянки, доезжаю. Я пошел, в душик сходил, лег чистенький спать, все отлично, все в порядке. Но за Как рейс ты не дома? требуется маникюр. Уже когда возвращаешься, идете на педикюр, маникюр. Конечно, обязательно. Или с собой Шугаринг, пилинг, что там еще делать? Что ты обычно делаешь? Подкрасить волосы. Ладно, отошли от темы. Кабина большая. Дверь вроде бы большая, да, вот с виду. Прикольно, смотри, подсветка какая. О, глянь, что тут есть. Сейчас я попозже тебе покажу. Прикол вообще. Классная тема. Дверной проем, мне кажется, маленький. Пойдем в кабине, покажу, что есть. Залазь с той стороны. Друзья, приближается лето, и это прекрасное время, чтобы собраться с близкими и провести его вместе. Вариаций отдыха существует огромное количество, но если активный отдых надоест, а такое тоже бывает, или за окном плохая погода, но сегодня у нас хорошая, всегда можно посидеть дома. И со скрашиванием этого времени хорошо справляется бесконечный фотоконструктор Mozabrick. Вот у меня за спиной они стоят. Это универсальные наборы, которые позволяют любую фотографию превратить в пиксельную картинку из маленьких кубиков конструктора. И самое главное, что фото выбирается уже после открытия набора, поэтому это еще и универсальный подарок. Получатель самостоятельно выбирает изображение. Я вот собрал себе себя любимого. Это совсем просто. Берем набор, загружаем фото на сайт mozabrick.ru и собираем по полученной инструкции. И самое главное, что когда картина надоест, ее можно разобрать и собрать по другой фотке. И так сколько угодно, раз и когда угодно, поэтому картина всегда будет актуальна и под настроение. В наборе есть все необходимые детали для создания собственной картины. Наборы бывают разных размеров, но даже в самом маленьком кубиков намного больше, чем понадобится для сборки любой фотки. До 4 одинаковых наборов может еще и объединять. Вот у меня вот большая картина за спиной, чтобы сделать картинку хоть в полный рост. Производится Mozabrick в России, кстати. И за 2 года из маленького стартапа вырос продукт, популярный в 30 странах мира. И это понятно. Собираешь что угодно, а в итоге получаешь еще и стильную картину. Фотоконструктор можно дарить и второй половинке, и другу, и ребенку. У детей, кстати, обычно полный телефон всяких мемасиков и фоточек, которые они захотят собрать, превратить в эти шедевры. Ссылка на сайт производителя mozabrick.ru будет в описании к этому видео. Вводите в корзине промокод Антон. Когда будете оформлять заказ, тогда вы получите 20% скидку на все фотоконструкторы. Переходите и заказывайте себе, девушке, жене, детям в подарок. И помните, дарить креативные подарки можно как с поводом, так и без него. Видел, залазил, головой чуть не ударился. Проем низкий. Сейчас я вылезу, покажу. Разуюсь. Коврик
Носки с арбузами снял? Скажи, ништяк. У меня рост 1,85 м, высота, ну, наверное, 2 метра здесь. Ну, довольно просторно, как бы хорошо. Сеточка, вот она, глянь, магнитная, что ли. Не знаю, электрический люк, скорее всего. Сейчас посмотрим, как его открыть. 2 плафона, видишь, диодные какие-то. Так, ладно, что у нас по ящикам? Как сказал дилер, данная комплектация топовая, но идет с одним спальным местом. Для одного очень комфортно, очень круто, потому что не мешает полка, она как обычно стоит боком здесь. Зато ящики, оп, смотри, снимай. Свет. Чик, и включается. Видал? Прикольный ящик. Ну, опять же, вещевой. Я говорю, смотри, шторочка прикольная. Первый момент. Я так понимаю, ремешки-то здесь нужны для микроволновки, потому что розеточка 220 вольт, 30 ватт. Скорее всего, ее здесь нету. Ну, как я и говорил, заглушка. То есть, но уже это предусмотрено. Что я говорил по поводу вещевого ящика, там стоит преобразователь. Вот у нас розетка 220 вольт. Хоть кофеварку, для тебя утюг, для кого-то это может быть что угодно. Может, кто-то с плойкой гоняет. Минус. Давай тоже и минусы говорить, не только плюсы. Понятно, дали погонять. Например... А что, задание дали какое-то? Не, ну как бы мы же взяли покататься, то есть посмотреть его. Ну, я хочу рассказать, как есть, и минусы, и плюсы. Мне вот, например, это не нравится. Это шайба переключения коробки, вперед-назад. Я прокатился сейчас, я понял, в чем минус. Вправо мы привыкли всегда, ну вот как, я не говорю то, что я на Range Rover езжу, да, Володь? Вправо мы крутим, так же, как мы все привыкли, коробка автомат. ПРНД, то есть вниз спускаемся. И крутим как бы вправо, это вперед, влево, назад. Здесь наоборот китайцы сделали. Влево, назад, посередине нейтраль, вправо, влево, вперед, вправо, назад. Вот это вот, я не знаю, как это обозвать. Все, я понимаю, здесь ручник. Но его можно было сюда вынести. Эту шайбу также вот аккуратно в любое место можно поставить. Место насколько больше, представь, здесь было. Подстаканник, здесь, наверное, под телефон или что-то сюда засовывать, там пачку сигарет, кто курит. Ну, не знаю, я бы вот это убрал. Мне неудобно это. Спальник. Смотри, сколько. Здесь, наверное, 80... Ну да. Вот такой спальник. 80 сантиметров точно здесь есть. Сидушки, да, классные, с боковой поддержкой. 2 подлокотника регулируемых. Что-то даже типа кожи. Сиденье ломается пополам. Как у BMW? Как у BMW. Минимум, ты что? И левая, и правая на пневме. Оба вроде ломаются, только на том подлокотников нету. Вот это. С кнопкой. Может, кто-то боится, как в поезде, знаешь, поднимается на 2-м ярусе с палки, чтобы не выпал. Ну а для чего еще? Кто-то такой маленький, и что делать? Мне кажется, это чтобы не выпал кто-то. Ну я не знаю, для чего это. Кто знает, напишите в комментариях. Честно, я не понял прикола этого. Может, в инструкции скажут, иди читай. Да, тут мы когда приехали брать, знаешь, кого мы отсюда выгнали? Я только дверь открываю его, а тут китаянка вот так вот стоит. Не, как ее? Ну, китаянка стоит вот так с этим номером. Что она держит? Что это за номер? Что это за номер? Кто знает? Да, транзит какой-нибудь. С Китая во Владик. Ну и что, накидают, для этого ж мы и пишем. Что круто, знаешь, мне понравилось. У тебя есть такое в Тесле? Вроде как бы это же не легковой автомобиль, где зеркала, там плюшечки всякие, смотри. Раз. Утром ты проснулся посмотреть на свое лицо, бритое, не бритое. Сел, посмотрел, причесался. Да если электробритва есть, взял и побрился. Удобно, очень удобно. Мне вот такого не хватает, например. Здесь, смотри. Хоп, подочечница. В каких это есть грузовиках? Я, например, не видел. Легковых, понятно, это уже. Ты на КамАЗах ездил всю жизнь. Да и ладно. Зато я хоть на КамАЗе. А ты и на КамАЗе не ездил. Смотри.
Ну, будет телепаться, ничего страшного. Ну, зато большой. Потом, там, Зато большой, да, нагрузят, не нагрузят. Ты сними, они на заклепках на обычных держатся. Лучше бы были на болтах, чтобы болт можно было либо какой-то шуруп взять, его подзакрутить, подтянуть. Ну, все мы знаем, кто получали новые автомобили, надо его протягивать. А здесь что, высверливать заклепки? Зачем? Нифига себе. Нормально держится. Пусть держится, я только рад. Ну, тоже ящичек такой. Под вещи, под какие-то документы. Тут тоже вон какие-то документы. Ну, как бы места для одного водителя очень здесь достаточно. Есть что развернуться, но опять же, вот я хожу и спотыкаюсь об этот ручник, и я кулису коробки передач, как ее назвать. По поводу селектор. Ну, пусть будет селектор. Смотри, боковые шторки. Ну, что-то они все, равняется, да? Видишь? То есть система, механизм, который держит. Не, он механизм металлический, который держит эту шторочку. Удобно, без шторок сейчас уже как бы... У меня на КамАЗах-то этой хрени не было, я все время вот эту вот двигал, потому что едешь, и солнце светит в бок, не видно. По поводу верха, а что тут еще рассказать? Свет есть, он делается тускнее. Ой, думал сначала какие-то нитки, а это целлофан. Не, полетели, новый автомобиль. Вот, люк, сейчас разберемся, как он открывается. Закрывается, ну, как бы москитная сетка. Потом тахограф, он уже, смотри, идет с тахографом. У нас, да я не знаю, сейчас возьми, вот мы же говорим о китайцах, взять хоть Хова, хоть Шанхан, хоть Ситрак, они без тахографов идут. А это немало, ну, как бы 50 тысяч рублей. Сейчас купи автомобиль, поедь, зарегистрируй, поставь на учет, потом нужно обязательно его ставить, делать тарировку, ставить тахограф, делать тарировку. 50 тысяч рублей. Куда? Все ж по картам водителя ездят. Тут такие, смотри, крутится, свет. Ну, мало ли, ночью что-то там, документы какие-то посмотреть, еще что-то. Здесь тоже вон лампа какая-то есть. Не работает, наверное. Тут, ух ты. Тоже вот тебе, пожалуйста. Деточка слева, это что делает? Это вот его... как в доме, да? Да, и у тебя с твоей стороны такой же есть. Жалюзи, роль ставни. А главное, видишь, там заглушка у тебя стоит, фонарика нету точечного такого сверху. Здесь есть, а там нету. Вот люк открытия. Я нашел его, смотри, открыл. Быстро бегает, да? Прикольно. Так, что у нас здесь? Блокировка моста, подогрев топлива, PDF. Что за PDF? Что-то с сажевым фильтром связано, наверное. Либо файлы отправить. При движении на затяжных или крутых спусках следует переключать на более низкую передачу и управлять скоростью вспомогательным тормозом. При превышении скорости оборотов двигателя снижать скорость рабочим тормозом. То есть ретарда, либо рабочий тормоз. Какой тот тормоз получается так. Прикол. Сигнал. Переключение. Обычный электрический и воздушный. Тоже. Зачем по парковкам? Ну и ночью, да, мало ли, ты заезжаешь, люди отдыхают уже, а бывает такое, что, травит пневмо, всегда травит, хоть новый автомобиль, там, 2 дня ты, например, стоишь, выпустил воздух весь, чем сигналить, а кто-то, например, паркуется или еще что-то электрическим бикнул и все, то есть, бывают случаи разные. По кнопочкам отключения, я так понимаю, ESP, скользкая дорога, как я говорил, активный круиз, который стоит, то есть при приближении он будет сам останавливаться. Контроль полосы, помощь при трогании на подъем, чтобы когда стоишь груженный, коробка автомат, сцепления нету, нечем играть, и грузовик откатывается. Ты нажимаешь на эту кнопку, и все, он держит тормозами, ты спокойно ногу с тормоза убираешь на газ и потихоньку трогаешься, все автоматически. Уже все к этому привыкли. Это что, я не знаю, EB, правда ли, как написано. Не знаю, что это такое. Клавиши для чего-то. Карманчик под документы. Смотри,
плавненький, аккуратненький. СТС всякие. Ну да, паспорт, СТС, права, наверное. Тут карманчик тоже какой-то под документы. Да, можно телефон туда ложить. Ну, можно и телефон, ну, брякать будет, наверное. Пепельницы, причем две, да? Да, две пепельницы. Зарядка, скорее всего, ну, это прикуриватель. Но их обычно выкидывают все 12 вольт, USB уже прикольно здесь есть под флешку. Ну и 24 вольта, да, 24 вольта. Здесь у нас столик, о, ну тоже вот что-то сесть, написать что-то, ТН-ку заполнить, там путевой лист. Открыть. Путевой лист, да, слышишь, консерву открыть. Тебе лишь бы консерву открыть, она сломается, ты же видишь качество какое. А вот, а вот качество у панели попробуй. Вот она не дубовый пластик, а вот мягенькая такая вот, упругая, знаешь, как упругий пластик. Как Вадим. Тут у нас, ага, тут ящичек такой, который, хоп, с кнопочкой. Машина оснащена холодильником, но я так понимаю, что это, ну, судя по стенкам, вот, по исполнению, во многих просто стоят морозильники прямо. То есть он реально замораживает продукты. А здесь, мне кажется, просто холодильник. А где он регулируется, никто не знает. Может, как-то в бортовом компьютере. Что еще показать? Управление. Управление. Сейчас я даже спинку, смотри. Видишь? А потом хоп, и вся спинка опускается. Так, видно, нет? Он, наверное, когда спать ложишься, отключается. То есть система управления и музыкой, и климат-контролем на время отдыха, стекла, люк. То есть, я так понимаю, даже водительское окно можно открыть, закрыть. Включение, автономка, свет, тише, громче музыка и температура, теплее, холоднее. Даже динамики, смотри, где стоят, да? Кто бы мог подумать? Обычно в дверях. А здесь и в дверях, и сзади. Ну, значит, музыка здесь прикольная звучит. Можно вечером лечь, планшет подключить с фильмом. По Bluetooth, да, да. Тут смотри, вот иди сюда, снимай. Двухдиновый мафон. Климат-контроль, естественно, уже. Ну, сейчас редко кто пользуется этими переключателями. Двухдиновая магнитола. И сейчас покажу по поводу слепых зон, камер кругового обзора. Очень крутая штука. Сейчас он запускается. Смотри как. О, китайцы, да? Кто бы мог подумать. Смотри, мультимедиа, да? Здесь какие фары у него. И на нашем какие фары. Вообще два разных грузовика. Ну ладно, не суть. Смотри. Может, я не видел. Смотри, сейчас пока основное сюда, а потом уже будет... Вот я, например, правый поворот включаю. Все. Правое зеркало. И вид сверху, то есть 360. Но я так понимаю, сзади это эмуляция, то есть не более того. Потому что ты вечно с прицепом будешь ездить. Ну да. И также левая. Хоп. И сразу же ты, вон, видим, кто-то заходит, выходит. То есть в левое зеркало все то же самое. Зеркала прикольные здесь. Во-первых, быстрые, ну вот по регулировке, например. Ну, быстро бегает оно. И большое, то есть это очень хорошо, когда видно в него все. Я раз ездил на Мерседесе с камерами. Вместо зеркала камера, а у тебя вот здесь вот мониторы стоят по бокам. Хрень полная. Мне вообще не понравилось. С виду эстетика очень красиво, как бы на новый лад. Все модно, круто, но... Если в такую солнечную погоду и заталкивать его в темный бокс, ну как водители, если смотрят, плохо видно с солнца, загонять в темно по обычным зеркалам, а по планшетам, по этим с камерой вообще не видно. У тебя преломление идет вот максимальное, ну как бы мне вообще не понравилось, честно, вот такие инновации я... Не это. Audi e-tron есть с обычными зеркалами и с камерами. И вот все, кто брал и на тесты покупал с камерами, были... огорчены. Еще один есть минус. Ты не можешь выглянуть. То есть ты же, вот попробуй сейчас в зеркало, ты можешь головой еще там, ну, вот так вот. Да, ну, то есть, ну, посмотреть, вот, конечно. Вот, да, а в камере такого нет. Да, да. Она просто стоит, у тебя вот этот планшет, и все. То есть мне тоже, мне очень не понравилось. Автосвет. Вроде бы Китай, а вот тебе, пожалуйста.
Можно на авто ставить при затемнении, когда вот въезжаете куда-то там в тоннель, либо сумерки. Он сам включает ближний свет, так ходовые огни горят, ну а дальние уже переключение. Габариты у нас даже сейчас мы въехали, вот даже видно лучевую границу, световую границу. Видишь? Вот. А также включаются габариты. И главное, мы всегда, когда такая переключатель, вот, ну, это с немцев взят, да, на себя раз, и включаются туманки. А здесь наоборот, здесь надо раз толкнуть его внутрь, включаются туманки передние, а еще при нажатии включаются задние противотуманки. Ну и ближний свет. По двери стеклоподъемники. Авторежима нету. А, не, вот задержал, удержал, все, авторежим есть. Также при закрытии. Нажал, поехал. Подогрев зеркал, настройка больших зеркал, малые зеркала вручную мы настраиваем. Блокировка дверей. Комплектация бедная, только передние стеклоподъемники. Задние. А вот эти щели, это обогрев? Вот это? Да, обдув, да, Это обдув стекол, да. на Он, всех грузовиках он есть. да. Даже Да. на КАМАЗах старых? Конечно. Не, На КАМАЗах старых у тебя еще металлическая панель, и там с классики Жигулей вот эта вот крутушка, и она дует просто сюда. Там нету. Не, в основном все европейские тягачи уже из панели выходят патрубок, раструб, как его называют. Здесь резинка, уплотнитель, и воздух подается сюда, и стекло. Ну, двери вообще легенькие, просто вот, ну, шумовать, наверное, надо. Сейчас выйдем, я тебе про ту подсветку покажу прикольную. По поводу руля, вот как на КАМАЗе, честно, вот эта клавиша, и причем, смотри, 5000 пробега, уже замочек этот разблокировки, он уже вытерт. Представляешь, то есть человек пригнал его с Новосибирска сюда и все. Ладно, руль в двух плоскостях, то есть, ну, можно сказать, горизонтальный это, и вот вертикальный вылет под себя делаешь, настраиваешь. Мульти-руль, можно сказать, то есть мультимедиа. Также у нас громкая связь здесь есть. Управление, я так понимаю, бортовым компьютером. Круиз-контроль, да, он загорается. Ну да, давление масла. Давление воздуха в ресиверах. Назад, подтверждение. То есть, ну, обычный руль. По качеству прикольный. Можно было даже его еще меньше сделать. Он как-то сильно здоровый. Ну, как по мне. Такая уже модная эстетика здесь. Перфорированная кожа шкуры дракона. Как мы говорили, здесь комплектация топовая, круговой обзор, круиз-контроль активный, удержание в полосе, либо система покидания полосы, что он пищать начинает. Я просто не пользовался, вот сейчас прокатился на нем. Но я не видел на грузовиках в штатных комплектациях система контроля давления шин, ну, воздуха в шинах. То есть на легковых мы привыкли уже, в основном на всех это есть. А здесь вот мы при включении зажигания, вот сейчас сними панель, у нас показывают оси, первую ось рулевую, ведущую, и мы видим, какое давление в шинах. Вот, тягач, он показывает, что сзади малое давление, надо больше качать. А на КАМАЗ К5 разве не так? Я чуть не помню, я не лазил в нем. Надо пересмотреть ту серию, которую мы снимали. Да, кстати, техническая часть. Вот, мультимедиа. Что у нас в мультимедии? Стандартное радио, видео, музыка, все с флешки. Не могу понять, честно, как, ну, производитель, получается, кто проектировал эту панель. Панель завалена направо. И, ну, понятно, что подчеркнуть это, но и магнитола завалена, и климат-контроль, вот, ну, и все вот оно, криво, косо, для чего? Ну, такая, может, задумка была. Может. А вот эта вот задумка тоже была? Какая? А вот щель. Тут щели нету, а тут Щель есть. не надо. Щель. Сверху, видишь, кармашки какие. Туда тоже можно убрать там бумажные полотенца какие-нибудь. У меня, знаешь, что лежит всегда там, вот на всех этих грузовиках, где я ездил, у меня рулон бумажных салфеток лежал там, и для мытья стекол спрей вот этот. Вошер. Почти. Вошер снаружи хорошо моет. Вошер у меня в вещевом ящике лежал. А здесь лежал там мистер Мускул или какой-то такой вот, потому что очень часто
там то головой вот так прикоснулся, хоп, пятно осталось, то есть и сухими салфетками натираешь стеклышки, зеркала, особенно стоишь в пробке, хоп, там опустил стекло. У меня вот с Стеклышко. собой, кстати, есть. Сейчас можно показать его. Ну, конечно, покажем. По салону, ну а что, ну прикольная кабина, высокая, большая, подлокотники есть. Во, вот это вот фигня, я тебе говорю, сейчас попробую за руль сесть, ты или ногу себе сломаешь. Неудобно, видишь, цепляешься, и ты вот даже сидишь сейчас, ты ногу не можешь влево пододвинуть, тебе мешает Я не этот хочу тебе вещь. ногу двигать. Ну и все, это тогда твои проблемы. Пошли посмотрим, что под капотом. Кстати, здесь кабина подъем электрический, и также стоит гидравлический насос ручной, то есть можешь поднять хоть электрическим пультом, хоть гидравлическим, просто ручной, как домкрат обычно. Пойдем посмотрим мотор. Все мы привыкли, что капот, ну будем называть это капотом, открывается вот посередине. Или лапка, или защелки стоят, что просто дернуть нужно. А Китай уже взял и придумал, он не придумал, он реализовал это, как на легковых машинах. То есть ночью на стоянке никто антифриз у тебя и не замерзайку не сольет. Когда мы уже замки разблокировали, рычажок, лапка. И все, здоровый. Тут вообще можем натянуть бельевую веревку и сушить вещи. Вот ты спрашиваешь как? Пожалуйста. Тепло от радиатора идет, они быстро высохнут. Бачок антифриза, незамерзающая жидкость, бачок. Пульт. Но это пульт поднятия кабины электрический. Также у нас есть и механический. Перед тем, как поднимать кабину, нужно включить зажигание и все равно на насосе перевести флажок в поднятие кабины. Сейчас мы ее откроем, посмотрим, что у нас там. Мотор, коробка. Я думаю, хватит. Ну, как я и говорил, гидравлические замки кабины. Мотор. Рядная шестерка. 13,5 литров, 520 лошадей. Все по стандартному Он не европейскому. свой китайский или какой? Ну, Каменс вроде заявляют как американский, но мне кажется, это Лицензия. по лицензии, да, по лицензии американцев. Смотри, прикол какой. Так сказать, радиатор гидроусилителя идет. Видишь, смотри, сколько здесь элементов стоит. То есть это вывод какой напрашивается. Либо у него, они знают, что бывают перегревы идут гидроусилителя, ну летом особенно. Либо они так реализовали, чтобы не было перегревов. Блок управления, мозги, генератор, компрессор кондиционера, воздушный фильтр, то есть все по стандарту, да, как все уже привыкли. Пойдем на ту сторону, там что посмотрим. Впуск, турбина обычная, без, ну вот как ставится там на тот же Ford F-Max, Volvo VNL, Iveco, Astralis, да, очень много грузовиков, их перечислять замучаешься. Турбина с изменяемой геометрией, также на легковых машинах, немцы любят это очень сильно. Здесь обычная турбина, самая простая, то есть и выхлоп, все, глушитель. Но мне нравится то, что они на Мишленах идут. Пока вот первые эти тягачи, я думаю, нужно брать, потому что его позиционируют вот именно данный автомобиль с конкурентом КАМАЗу 5490 Neo. Но взять тоже, что 520 лошадей, а не 400, да, 400 у нас на КАМАЗе, то, что здесь кабина, ну, в 1,5 раза это точно больше КАМАЗовской и по высоте, по ширине, по удобству, по ящикам, по мультимедии, то есть ну, двухдиновая магнитола стоит, камеры кругового обзора, система с полосе удержания, да много чего, я же говорю, плюс еще то, что на Мишлене он идет, и все-таки запчасти на него будут. Опять же, какие-то выводы делать мы сейчас с тобой не сможем, только это смогут сделать выводы, может кто-то из зрителей, кто купит его, прокатится первые там 50 тысяч километров, 100 тысяч до первого ТО, он покажет, где его больные места, как он эксплуатируется по расходу. Он, видите, даже на седле, тут запаска прицеплена, он без полуприцепа приехал, даже по расходу. Не можем сказать, сколько он будет есть на 100 километров. А расход топлива в данном грузовике заявляют
производитель, не более 35 литров. Но мы знаем, что Китай и на Ситрак заявлял, что будет не более 30 там, или 32 литров. Посмотрим. Может и приобретем, то есть тут спору нету никакого. Он сейчас, смотри, грубо говоря, на балку относительно бампера, как он начнет поднимать кабину и потом опрокидывать. И точно так же, когда будем опускать, вот он ее ставит в горизонтальное положение, а потом как будто кидает, чтобы гидравлические замки защелкнулись. Смотри, он его сейчас уронит, видишь? Чик. Не, вот это вот удобная штука, ничего не могу сказать. И опять же, в каком КАМАЗе 5490 мы видели электроподъем кабины? Не, были, вру, были, ставились, это у меня не было, были. Но сейчас КАМАЗ сколько у нас стоит 5490? 9. И купи, попробуй его. Их нету. КАМАЗов нету, просто ты его сейчас нового не купишь. Бэушные, да, они есть, те, которые из-под лизинга уже попроходили, но нового сейчас не возьмешь. Просто, да, невозможно говорить, потому что ребята работают. Да что камазисты, такие ж машины, вон Мишлен скручивают резину, Китай ставят. Да я шучу, не. Хотелось бы на фоне этого грузовика. О, даже смотри, за один бок берешь, он не сильно-то ломается, качество есть. Что касаемо еще грузовика, сидельного тягача, в данном случае мосты производитель заявляет Dana. Это также ставился на американцах, на Фредах, на всех, там очень много грузовиков, на которых устанавливались мост Dana. Передняя балка тоже американская, Dana. Крышка металлическая, на американцах ставилась вот эта крышечка стеклянная, и там уровень смазки показывался. Показывается. Мне кажется, до этого тоже дойдут и будут идти они на стеклянных крышках, наверное, углепластиковых каких-то прозрачных. Будет видно. Тоже, да, прикол. Вот мы привыкли видеть всегда европейский грузовик. Так складывается. Вот у нас взять, вот стоит, например, европейский грузовик на китайской резине. Вон стоят два европейских грузовика на китайской резине. Здесь же китайский грузовик на европейской резине, на Мишлене. И запасное колесо у него стоит от заднего моста. То есть на ведущую ось ставится резина. Я сколько грузовиков новых получал, покупал, ездил, сколько не смотрел. Везде идет рулевой баллон. Просто ставится обычно 315/70, рулежка, и в добрый путь тебе дали его, и ты поехал. Китай, я не знаю почему, но он любит в задних стенках стекла ставить. Здесь у нас формовка выдавлена, штамп, стекла нету. Но вот мы можем ролики там открыть в интернете, в соцсетях, в ютубе. И там почему-то везде в задних окнах этих у китайцев стекло стоит. Для чего, я не знаю. Ретарда идет сразу, то есть тормоз коробкой. Это экономит колодки, экономит диски, экономит износ резины. Здесь дисковые тормоза в круг, современный автомобиль уже. Подожди, я не в теме просто, а на обычных грузовиках что, нет ретардов? Нет, не на каждой коробке стоит. Даже я хотел купить грузовик, 2 года я уже владею после Байкальского, когда мы на Байкал с тобой ездили, на Ford F-Max, я себе сразу же по приезду приобрел его. Кому интересно, подписаны на меня, там видят, как я что вожу, эксплуатирую его. Я пытался заказать себе с ретарда, это очень удобная штука, но у меня не было, у меня просто горный тормоз и все. Пойдем по правому борту посмотрим, что там. 2 ступеньки, глянь, поручень есть, иди сними. Не на каждом есть, конечно, такая фигня, но очень удобно, слушай. 2 ступеньки, поручень, прикольно, залез, площадочка. И главное, от аккумуляторов крышка противоскользящая, чтобы не упал. Сепаратор, топливный фильтр грубой очистки. Все это прицепное, пуск.
остановка двигателя вынесена сюда. Что у нас? Спойлера нерегулируемые. Как мы привыкли видеть на всех европейских тягачах, либо левый спойлер, либо правый, откидные. Для зацепки машины под полуприцеп, расцепления, то есть здесь же бачок стоит мочевина AdBlue, не открывается, то есть постоянно залазить. С той стороны есть поручень, ступеньки, ну не откидной спойлер, как туда залазить. И еще вопрос у меня такой, так как я эксплуатирую в процессе всегда эти машины, когда зацеплен прицеп, для чего этот поручень? И ты же не залезешь сюда. Очень интересная штука такая. Аккумуляторы у нас с правой стороны, как везде. Китай выдает вот фары. Блин, сделали бы они под чуть-чуть как-то есть же дизайн другой. Не знаю, на вкус и цвет. Но если смотреть вот отсюда наверх, вообще топовый грузовик. Просто. Китай. Но, опять же, Китай Китаю рознь. Где вы видели на европейских тягачах, где обычно идет, если линза, то там LED фара. Мы сами уже ставим диодные фары. А здесь стоят диоды, в линзах. Свет, мне кажется, здесь топовый. Я ночью не ездил, но перегонщик говорил, что свет просто идеальный. Смотри, какая штука у нас тут есть. Активный круиз. В активном круизе свои плюсы, свои минусы. Да, где-то солнышко, где-то ты не увидел, в тень, мост. Особенно эта проблема, когда ты подъезжаешь под развязку, мост, либо в тоннель в какой-то, и ты не видишь, что, в тень, вот с такого яркого солнца в тень въезжаешь. Если он включен, эта функция, машина остановится. То есть предотвращение ДТП. Но когда зима, снег, налипание и начинает на этот радар накидывать, он может сам брать и понимать, что помеха, и останавливаться. Были неоднократные случаи, когда я на трассе останавливался, стоит там DAF 106 сложенный. Я подхожу и говорю: ребят, помощь какая-то нужна, в чем проблема? Он говорит: да вот, ехал, все в порядке, снег начался, он подумал, что впереди препятствие, и сам резко применил экстренное торможение, и его сложило. Огромный плюс. Честно, я даже не могу сказать, в каких грузовиках есть такая функция, вот как в этой машине. Tesla. Современный европейский аппарат, напичканный электроникой, да нельзя. Здесь же камеры кругового обзора. Иди сюда. В каждом зеркале по 2 камеры. Камера сзади, камера спереди, и, соответственно, там тоже 2 камеры. Камера сзади, чтобы задом сдавать? Да, камера, чтобы задом сдавать. Но я не знаю, ее, скорее всего, будут переносить, покупатели, владельцы, они будут ее переносить на прицеп туда. Я не знаю, как она работает, но в чем крутая штука? Реакция при включении функции кругового обзора, молниеносная, задержки нету практически вообще. При перестроении с полосы в полосу мы только касаемся переключателя поворота влево либо вправо, у нас сразу же на двухтиновой магнитоле загорается камера и показано, что происходит у нас слева или справа. Плюс это все пишется, то есть ты когда сдаешь назад, включаешь заднюю передачу, ты когда поворачиваешь, можешь функцию дополнительно включить, и у нас все полностью записывается, то есть как это называется, система кругового обзора 360, она пишется, то есть конкурент Tesla, куда ты на Тесле какие грузы увезешь? Никитос, а что ты про любимые рундуки никогда не рассказываешь? Да, мне напихали уже по этим рандукам там в комментариях про Рандуки грузовики. Или рундуки? Вещевые ящики. Вещевой ящик. Посмотри, может там китаец поместится, а может он там есть вообще. Прикольно, плюс смотри какой, газовые упоры такие, то не на каждом есть. Рундук достаточно вместимый, нормально. А автономка, видишь, идет шахта от автономки сюда. Значит, там стоит, с той стороны, в том вещевом ящике стоит автономка. Про вот это вот дилер рассказал, это очень интересная штука.
в салоне, потом сейчас залезем, покажу. Преобразователь 12220, то есть розетка стоит как в квартире под 220, микроволновка, чайник, там что угодно, пожалуйста. Ну, стандартный набор, наверное, баллонник, домкрат. Не, ящик порядок, ну, как бы вместительный. Мне вот, ну, я не скажу, что на Форде он намного больше, но хватило бы здесь и для инструмента, для грязной куртки, для теплого бушлата. Тебя увозят поезда опять в рассеянную осень, а новый день он, как всегда, тебя в прошлом не расспросит. Мгновение тронется вагон, толпа печально покачнется и уплывет назад перрон. Он тоже в прошлом остается. Как он себя покажет, это только можете сказать вы. Непосредственно те, кто будут на нем ездить, работать, получать удовольствие, либо хапнут горе. Я не знаю, честно. Я хотел бы выразить благодарность свою компании Good Trucks, так как это дилеры, они являются в Белгороде у нас. Проезжая мимо их сервиса, я увидел на стоянке данный автомобиль. Зашел, так как нас здесь знают, нам предоставляют они технику для съемок. Зашел, просто попросил, вот говорю, так и так интересный автомобиль, дадите попибикать, покататься, посмотреть, рассказать, что можете о нем. У них я спросил, что можете о нем рассказать. Они говорят, да возьми, прокатись, и сам ты нам расскажешь о нем что-то. Вот мы с вами и посмотрели, что это за автомобиль. Заявляют, очень классный, очень надежный. Но посмотрим, как это будет все на самом деле. Всем спасибо, что смотрите. Переходите, там у нас много, кстати, роликов. Кто не смотрел, перейдите в плейлист «Грузовики» и посмотрите, там куча всего. Спасибо, ребят! Условия хотел. Да, если интересно, новый, тоже китаец, О, да, на нем. по зеркала засадим его где-нибудь. Он двухмостовый, два задних моста. Нормально. Четырехосный совок, ну в простонародье, самосвал. Тоже китаец, новый, весь в пленочке, затравочка. Пойдем в салон посмотрим. Ну давай, все, продолжение следует дальше. Да, на механике, ох, песня.